is made by imitation, wanting your sensation. Честно, месяц назад я думал, что этот Мерседес больше не поедет, и думал его уже продать по запчастям и удалить YouTube канал. Но он поехал. И если ты ждешь идеальный проект, то ты ошибся, потому что это боевой Porsche. И именно поэтому мне эта машина нравится. А началась вся история с того, что под Новый год у меня был очень неприятный подарок, а именно отгнила чашка пружины. И проблема была в том, что найти донорскую чашку, то есть взять от другой машины, например, выпилить или там найти как новую запчасть, это было дорого, и у нас не было такого бюджета, поэтому пришлось делать по логике постройки картей. Делаем из подручных материалов, делаем из того, что есть. Вот такие вот дела. Ладно, чуть тянуть, начнем с самого начала. Вот привод, вот пружина, все сняли, все разобрали. В итоге вот в таком состоянии оказалась чашка. Естественно, все сгнило и развалилось нахуй. Дальше полностью вырезали чашку, зачистили всю гниль. Удивительно, что лонжерон за чашкой оказался целый. Это большой плюс. Дальше ебанули заплатку прямо на саморезы. У нас фастфуд-контент. Делаем быстро и некачественно. А хуй вы хотели? Какой бюджет, такой видос. Так, значит, дальше засрали заплатки электродной сваркой. Да, получилась полная хуйня, но терять уже нечего, идем дальше. Из чего мы будем делать новую чашку? Правильно, из огнетушителя. Вы сейчас, наверное, в полном ахуе, но ничего, скоро привыкнете. Значит, со второй попытки с помощью кувалды, молотка и тому подобного все-таки получилось изготовить что-то похожее на чашку. Первый огнетушитель мы благополучно захуярили, не попав в размеры. А вот во второй попытке все-таки получилось сделать что-то похожее на чашку. Результат данного творчества вы видите на экране. Дальше подогнали, подогнули и присрали саморезами. Дальше, как могли, прикрепили этот кусок от заводской чашки, а именно этот кусок, который держит пружину от смещения в сторону. Дальше уже полностью присрали чашку на место. Да, выглядит это ужасно, но держаться будет. Надеюсь. Вывод. Электродная сварка – это полное говно, особенно для таких целей. Дальше за кадром еще чуть получше подварил и замазал все это жирной черной краской, а потом я еще это все и мовелем залил. Так, дальше должны быть кадры, как мы с дядей собираем переднюю подвеску. Да, без помощи у меня бы не получилось, поэтому большое спасибо ему за это. Но дядя решил не появляться в ролике, это абсолютно его решение, поэтому дальше будут кадры, как я в одиночку ставлю передний привод. Отмываем все ВДшкой и карбом, находим все болты и приступаем к сборке. Основная проблема заключалась в том, что рядом рулевая тяга, и она очень близко, поэтому привод было очень сложно туда засунуть. Пришлось домкратить машину и поворачивать руль полностью до упора, чтобы запихать этот привод. Push it through the limit. I don't wanna know if it's wrong or it's right.
Блять, это пиздец. Я его поставил наконец-то, блять. Блять. Сука. Это пиздец. Я его поставил, блядь. Ебать. Кажется, надо было еще чуть-чуть довернуть, блядь. Руль. Ёпта. Да, с приводом я попарился. За кадром было еще 2 неудачные попытки, как я его пытался ставить. Он достаточно тяжелый, и держать его на вытянутых руках было реально сложно. Ладно, хватит пиздеть, прикручиваем привод на место. Ладно, болты привода затянули, дальше надо будет ставить тормозной диск и суппорт на место. Так, короче, сегодня у нас задача поставить на место тормозной диск и тормозной суппорт. Стабилизатор у нас на месте, рулевая тяга у нас на месте. Сегодня дел, по сути, не так и много. Cut my dividends, I'm so just had to play a part. Chillin' out in these on trees, now you know I'm out at heart. Please I now with MTV, standing on my tree deck once again. Now to make some ends, fuck them heroes on platinum, trying to cut my dividends, I'm so. Поставили, значит, тормозной суппорт на место, значит, все четко. Дальше надо будет прикрутить всякую мелочь по типу кронштейна проводов АБС и тормозного шланга. Я попадаю по-настоящему в мир роскоши и комфорта. Я без стресса еду на тяжелом Мерседесе, на тяжелом Мерседесе еду с этой песней. Я без стресса еду на тяжелом Мерседесе, на тяжелом Мерседесе еду с этой песней. Легендарные машины, мой компрессор не для шины, кожи-рошевый салон, чуть прогнивший лонжерон. На тяжелом Мерседесе абсолютно не на стрессе заезжаю на разборку, оставляю где-то сотку. Дачный блок, насос для кура, дроссель можно тоже снова не на стрессе, на тяжелом Мерседесе без аварий, коробки выезжаю из парковки С абсолютным превосходством залетел в поток московский. Как вы уже видели, датчик АБС я почистил, потому что он был засран металлической стружкой с наших дорог. Дальше я прикрутил всю эту мелочь и собрал все полностью. Но показывать я это все не буду, потому что слишком длинный видос получится, а вы тут все СДВГшники, поэтому двигаемся дальше. Следующая проблема, которую нужно было решить, это трещина лобового стекла. По правилам нельзя передвигаться на машине с трещиной лобового стекла со стороны водителя. Ну и в целом это лобовое повидало жизнь, потому что это заводское стекло, которое никто ни разу еще не менял. Поэтому оно было мутным, с кучей царапин, и ездить было неприятно, постоянно уставали глаза. Вот установили китайское стекло, оно немножко затемненное, и оно намного лучше, чем заводской прозрачный аквариум. Естественно, новое стекло не бликует, и ночью ездить гораздо приятнее, разница прям небо и земля.
Значит, Мерседес снова в строю. Планы на него очень большие, поэтому, надеюсь, контента по нему еще будет много. Я не собираюсь восстанавливать его в идеальный сток, потому что это слишком скучно. У меня философия антисток, поэтому тюнинга будет немало. А какого именно тюнинга, вы узнаете позже. Надеюсь, заинтриговал. Если кто-то хочет поддержать меня и мой проект, то ссылка на Boosty и Donation Alerts будет в описании и на главной странице YouTube канала. А еще хочу поблагодарить своего единственного донатера, Трабузин. Большое тебе спасибо за поддержку. Жму руку через экран. Именно в такие моменты хочется продолжать дальше, потому что я понимаю, мой контент и труд оценили. Большое тебе спасибо. Всех, кто решит поддержать меня донатом, я покажу в следующем видео. Всех благодарю за просмотр, всем удачи и всем пока. Еще увидимся.